интересные и малоизвестные факты об осьминогах. Осьминоги – интересные и удивительные жители морей и океанов. Ученым до сегодняшнего дня удалось собрать о них большое количество фактов, однако еще много информации остается неизвестной. Главной отличительной чертой этих животных является 8 щупалец, рук и большая голова. У них 3 сердца, и их можно назвать морскими аристократами, поскольку у них в жилах течет голубая кровь. Это достаточно умные моллюски, которые умеют ловко маскироваться и использовать подручные материалы, а размножение для них смертельно опасно. Общие характеристики. Осьминоги являются яркими представителями беспозвоночных животных из класса головоногих типа моллюсков. К этому же типу и классу относятся кальмары и каракатицы. Это плотоядные животные, которых насчитывают около 300 видов. Они отличаются по окрасу, размерам, среде обитания и поведению. Величина тел в зависимости от вида и даже пола может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. Например, самки рода Тримактопус значительно больше своих самцов. Женские особи достигают размеров около 2 метров в длину, в то время как размер половозрелых самцов редко превышает 2,5 сантиметра. Животные предпочитают жить на морском дне, хотя некоторые любят и дрейфовать ближе к поверхности воды. Основной их рацион составляют креветки, крабы и другие моллюски. Головоногие не любят компанию и живут одни в своих берлогах. Они могут обустроить себе жилище в пещерах, камнях, кораллах, на морском дне или сделать его из раковин и других подручных материалов. Некоторые особи также используют двери. Как только они благополучно спрячутся в своих домах, они закрывают их изнутри камнем. Щупальца – невероятные органы чувств. Большая часть мозговых клеток осьминогов базируется на щупальцах. Вокруг присосок располагаются рецепторы, общая численность которых составляет около 40 миллионов для каждой руки. Рецепторы необходимы для осязания и определения составляющих различных окружающих веществ, наподобие человеческого обоняния и вкуса. Так моллюск познает окружающий мир. Его руки на первый взгляд двигаются хаотично, без какой-либо цели. Однако это не так. Каждая из них выполняет свою работу, необходимую для общего блага всего организма. Ищут пищу, укрытие, изучают поверхности и так далее. Они запутываются не потому, что присоски рефлекторно отталкивают касающиеся их конечности. При этом рецепторы могут отличать своих от чужих. Чужими ведь можно и полакомиться. Еще один удивительный и интересный факт про щупальца осьминога. Конечности могут функционировать еще час, если их удалить от тела. Подобную процедуру выполняли в лабораторных условиях. А она не так страшна, как кажется, так как конечности моллюска отрастают. Ампутированные щупальца могут реагировать на различные раздражители, двигаться и ползать, а также притягивать понравившиеся предметы. Осьминоги используют инструменты. Современные исследования доказывают, что эти представители класса головоногих обладают высоким интеллектом. Они не настолько умны, как шимпанзе или дельфины, но тоже могут удивить своими талантами. Применение инструментов является частью поведенческих особенностей. Например, практически все виды используют раковины в качестве домика, где можно спрятаться и переждать опасную ситуацию. А некоторые использовали для жилья кокосы, в прямом смысле слова носят их с собой. Так делает кокосовый осьминог, который водится в тропических водах на западе Тихого океана. Он находит 2 половинки кокоса и с помощью присосок держит их при себе даже во время путешествий. При необходимости он сможет спрятаться, надежно укрывая себя частями кокосового ореха. Осьминоги очень проворны, им не составляет труда вскрывать раковину с устрицей или открывать баночку с лакомством, крышка которой имеет защиту от детей, или даже разобрать фильтр в аквариуме.
Они запоминают людей. Осьминоги могут складывать о людях собственное впечатление и проявлять к ним симпатию или антипатию. При этом животные различают двуногих и могут их узнать после длительного расставания. Известный американский натуралист Сайн Монтгомери, автор множества книг о животных, наблюдала интересное поведение осьминога Трумэна, жившего в океанариуме. При любой возможности он обливал одну из сотрудниц водой из своей камеры на боку головы. В дальнейшем девушка уволилась. Спустя несколько месяцев она снова вернулась в океанариум повидать своих бывших коллег, и ее встретил мокрым приемом старый приятель Трумэн. При этом за все время ее отсутствия он никого не обливал и вел себя весьма прилично. Они могут есть свои щупальца. У животных иногда отмечается довольно странное поведение. Например, они могут жевать свои руки в определенных ситуациях. Чаще всего подобным занятием увлечены обитатели открытого моря. Среди аквариумных жителей такое явление встречается редко. Некоторые наблюдатели связывают необходимость жевания конечностей со скукой. То есть, если моллюску становится скучно, он не находит более интересного занятия, чем обгладывать себя же. Другие специалисты, изучающие головоногих, склонны объяснять подобные действия со стрессом. Третьи – проявлением странного заболевания. Некоторые виды опасны для человека. Большинство разновидностей осьминогов не несут угрозы человеку. Этот моллюск активно употребляется в пищу, его селят в аквариумах и используется в различных промыслах. Однако существует разновидность синекольчатых осьминогов. К нему относятся порядка 3-4 видов, которые характеризуются агрессивным нравом и имеют в арсенале опасный нервно-паралитический яд. Представители данной разновидности обитают в Тихом океане, в прибрежных водах Японии и Австралии. Их легко узнать благодаря желтому окрасу с синими и черными кольцами. Когда моллюск раздражен, кольца приобретают более яркий оттенок. Синекольчатый осьминог пускает свой яд в целях самозащиты. Таким образом, он отражает нападения врагов, в число которых входит и человек. Яд выделяет симбиотические бактерии, обитающие в слюнных железах животного. Токсины блокируют нервные каналы, что приводит к остановке дыхания и впоследствии к смерти от удушья. Интересным фактом является то, что этот опасный зверь сравнительно небольшого размера. Длина туловища и щупалец взрослой особи суммарно достигают 15-20 см, а вес не превышает 100 грамм. Тем не менее, обыкновенные неядовитые моллюски также могут себя защитить. В обычном состоянии они не опасны, и при виде человека больше думают не о нападении, а о побеге. Но если человек грубо схватил животное, особенно в период спаривания, оно даст сдачи. Осьминог может больно укусить до крови, или сорвать маску, или вырвать загубник. Поэтому лучше лишний раз не обижать морского жителя. Спаривание осьминогов заканчивается их смертью. Продолжительность жизни моллюсков невелика. В среднем жизненный цикл составляет от 3 до 5 лет. Гибель животного связана с периодом спаривания. К размножению они готовы к 3-летнему возрасту и начинают искать себе пару во время миграции из открытого моря к берегу. Самец в это время становится очень агрессивным и может атаковать своих врагов, даже человека. Он демонстрирует самке свои присоски в середине щупалец, таким образом высказывая свое намерение. Чем крупнее присоски, тем привлекательней партнер. Процесс спаривания обычно длится меньше минуты. Самец передает самке генетический материал и оставляет ее в одиночестве. Он погибает спустя небольшой промежуток времени. Перед нерестом самка прекращает питаться. В ее организме перестают вырабатываться пищеварительные ферменты, поэтому ее дни также почти сочтены. Она откладывает яйца в укромной норе и склеивает их между собой особым клеем, который вырабатывает ее железа. Всего в кладке насчитывается от 30 до 100 тысяч яиц. Период созревания молодняка составляет от полугода до 1,5 лет, в зависимости от местной температуры воды.
Чем она теплее, тем быстрее потомство появится на свет. Весь период мама следит за своими детками, очищая их водой и охраняя от хищников. К тому времени, как яйца начинают вылупливаться, самка погибает от истощения. Найди меня, если сможешь. Головоногие умеют отлично маскироваться. Они мастерски сливаются с окружающей средой, так что их заметит не сразу даже самый опытный ихтиолог. Как утверждают ученые, необходимость маскировки возникла в процессе эволюции. Дело в том, что головоногие являются частью рациона многих морских хищников. У этих моллюсков нет костей, они сочные и мягкие, поэтому являются лакомой добычей. Кроме того, маскировка необходима для охоты. Сливаясь с местностью, они сидят в засаде и ждут, пока их обед будет проплывать рядом. Осьминоги могут не только имитировать текстуру грунта или принимать цвет и форму коралловых камней. Они также могут изображать других животных, например, притворяться морской змеей, каракатицей или медузой. Отсутствие костей позволяет даже крупным животным проникать в самые тонкие щели отверстия, даже диаметром в 3 см. Головоногие могут видеть своей кожей. Кожа животных содержит светочувствительные белки, которые также присутствуют в их органах зрения. Поэтому кожный покров отчасти может выполнять функцию глаз. То есть он может воспринимать и реагировать на свет самостоятельно, без участия глаз или определенного импульса из мозга. Возможно, именно благодаря такому строению эти морские жители являются мастерами камуфляжа. Глаза моллюска очень хорошо развиты, а его зрачок имеет прямоугольную форму. Чернила как метод защиты. Головоногие, в том числе кальмары и каракатицы, используют в качестве элемента обороны чернила. Во время критической ситуации, которая может угрожать жизни моллюска, он выпускает из специальной воронки чернила. Они синтезируются в его организме и накапливаются в чернильном мешке. После залпа окраска животного становится бледной. Чернила быстро расползаются в воде, создавая темное пятно в форме самого животного. На этом фоне головоногого не видно, и он может стремительно покинуть опасную территорию. Также чернила могут на некоторое время блокировать у нападающего обоняние, что дает значительное преимущество во время отступления. В среднем в чернильном мешке хватает материала на 6 выстрелов, а через полчаса пустой мешок снова заполняется красящей жидкостью. Несмотря на наличие у осьминогов чернил, в быту чаще всего используют подобный материал, взятый у каракатиц. Чернила применяют для письма и создания красок, а также в кулинарии. Это отличный натуральный краситель, который применяют для придания черного или коричневого цвета и морского вкуса множеству блюд – ризотто, паста, соусы и так далее. Гигантский спрут. Огромные моллюски издавна являются главными участниками легенд о морских чудовищах, которые утягивают корабли на дно. Среди них самыми популярными являются гигантские осьминоги, также известные как гигантский спрут и кракен. Пугающие истории о огромных монстрах рассказывали моряки из Франции, Англии, Скандинавии и других морских держав. Некоторые даже составляли подобные описания с указанием рациона и поведенческих особенностей. Информация чаще всего бралась со слов очевидцев. Кракен и гигантский спрут хоть относятся к одному классу головоногих, все же отличаются между собой. Кракен – это мифическое существо, напоминающее кальмара. Он обитает в морях и океанах и настолько огромен, что напоминает остров. Гигантский спрут же характеризуется агрессивным нравом, при этом размерами уступает кракену. Легенды легендами, однако они могут оказаться правдой. Многие уголки Мирового океана еще остаются до конца неизведанными, и ученым пока не ясно, что могут скрывать большие глубины. Тем не менее, туши огромных головоногих животных периодически находят на берегах Тихого и Атлантического океанов. Кроме того, исследователям неоднократно удавалось сделать фото и видео гигантских кальмаров. Например, в 2004 году японским ученым удалось получить первые снимки живого 8-метрового гиганта в естественной среде.
Он был пойман в ловушку на глубине около километра, и пока пытался освободиться, камера сделала более 400 снимков. В дальнейшем кальмары различных размеров, от 3 и более метров, были засняты у берегов Японии и западного побережья США. Друзья, какие интересные и малоизвестные факты об осьминогах известны вам? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Еще не подписаны? Скорее подписывайтесь, а также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием Земля.